Вот и утро наступило. 16 февраля. Солнечный день. Ну, ночью было на улице, я думаю, довольно холодно, потому что в палатке был конденсат. Конденсат твердый, в виде твердой изморози на поверхности палатки. Вот. И внутри тут тоже он падает на спальник. Это вот от дыхания конденсат, когда морозно, такой образуется. А так, в самом спальнике было очень даже тепло, хорошо. В туалет я не вставал среди ночи, к счастью. Да, тут, конечно, разрушение. Все порушилось. Такие деревья упали. Тоже тут можно будет что-нибудь попилить. Вот, например, вот эта елка хорошая, сухая очень. Вот сейчас ее отпилю на костер. Да и чтоб проход туда был нормальный. Вот, ночью небольшой снег был. Вот так вот. Присыпала палатку-то. Ничего. Сильного-то снега не было, не нанесло там, что по колено не пройдешь. Ну, вот от костра осталось немного. Пару угольков. Все прогорело. Сколько было бревен разнообразных. Надо еще пилить, разжигать. Потому что холодно. Хотя и солнышко. Но это, конечно, гораздо лучше, когда безоблачное. Ну, не то, что безоблачное. Ну, такое, с просветами хотя бы небо. Ну, вот буду сворачивать все, палатку, собирать. Вон какое небо. Подарок за терпение и труд. Хотя не всякий труд, как показывает опыт, приводит к положительным результатам. Вот чуть-чуть промахнулся. Вот буквально немножко бы правее, и рухнула бы она куда надо. Но вот что делать? Значит, надо разводить костер. Вот такой вот зимний лес. Да, вот немножко подзанесло. Ну, совсем мало. Эх. Вот костер готов. Горит тепло. Я думал, почему ночью какие-то звуки раздаются, грохот какой-то. Думаю, может, слоны какие бродят по лесу. Не мог понять, сообразить не мог, догадаться. Однако, выйдя
Утром к реке я понял, в чем дело. Вот что происходит. Ломается лед. Вот так. Вот он ломается. Ну и на той стороне аналогичная ситуация. И вот это вот с грохотом происходит время от времени. Да, очень странная ситуация. Вот река. Там он видел рыбаков. Не знаю, может, сейчас ушли. Что-то они там делали, наверное, лунки сверлили. А так вот лед. Вот он вдоль берега отламывается. Вот здесь вот я ловил рыбу когда-то и поймал щуку прямо вот на этом месте. Там вот следы по руслу реки идут. Не знаю уж чьи. Ну, какие-то не очень большие. Может, лиса бегала. Может, еще кто-то, заяц там. У зайца характерные такие следы. От хвоста еще отпечаток, когда он прыгает. Вот что тут мы видим. Кажется... О, красота. Зимний лес. Давненько тут никто не ходил. Ну, наверное, кто-то ходил все же. Но... Вот только что сейчас что-то упало. Вот тут. О! Кто-то тут ходил и бутылку оставил. Надо уничтожить. О, сейчас рухнет. Вот это да. Лед падает. Вот с таким звуком. Страшное дело, страшное дело. В такую пору на лед лучше не выходить. Все-таки он странный какой-то. А люди ходят. Что делать? Ходят. Долбят там лунки. Ловят рыбу. А я вот думал взять спиннинг. Ну, хорошо, что не взял. А то б сейчас кидал на лед прям блесну. Прошлые выходные, может, и можно было. Кто знает. Так, бутылка-то со льдом. Пусть оттает сперва. Тут вот возле костерка. А потом я ее сожгу. Тоже вот взяли и бросили по дороге. Нарзан свой. Ну как так? Нарзан. Измученные нарзаном. Свиньи. Вот тут я расчистил. Подрезал тут вот, подпилил. Теперь тут место очистилось. Ну и буду этот ствол туда продолжать. Тоже хорошая, сухая такая елка. Только вот это мне не очень нравится. Но она вроде там закреплена, ничего. На голову не упадет. А если упадет, то прихлопнет прям как... Она потому что как пружина напряжена. Вот эта верхняя.
Ну, будем надеяться, что не получится такого. Вот, а я сейчас буду палатку собирать. Посмотрим, как колышки эти вытащатся из земли. Они обычно примерзают. Ну, вроде так, вроде нет. Не особо-то они примерзли. Посмотрим. Соберу палатку. Потому что какие примерзли. В некоторых случаях я их даже кипятком поливал, чтобы отморозить. Просто постучу, может, и так вытащу. Да, надеюсь, так вытащу. Вот. Палатка хорошая, мне понравилась. Очень даже прекрасная. Он будет здесь теперь стоять, пока дерево-то не упадет. Здесь тоже неплохое место. Вот такое вот место. Быстро прогорает. Костерок. Вот так вот. Вот размышления про костер. Что такое костер? Это не то, что кучка веточек каких-то вот маленьких, таких вот или подобных. Это не костер. Костер — это когда довольно толстые поленья и горят долго. Вот вчера у меня часов 8 горел здесь костер. Сегодня я проснулся в 10 утра. Долго спал. Лег-то я в 11 с чем-то. Ну, пока туда-сюда заснул, ну, положим, в 12. В 10 часов спал. Тепло, хорошо. Проснулся, пошел отпилил пилой вот этой вот пила Генки Тимагари 390. Отпилил пару бревен, веток там набрал, а ветки вот с помощью мачете порубил их, быстренько костер развел, и уже тепло. Сижу. Допустим, была бы у меня печь. Мне пришлось бы тогда в палатке все время сидеть. А это разве хорошо? В палатке надо в основном только спать, а так сидеть там незачем. Печь у меня тоже есть, но я ее вижу применение несколько другое. Не для того, чтобы греться зимой вот. Можно, но оптимальное ее применение — это готовить летом на ней еду в тех местах, где мало дров. Ну, есть шишки, там всякие, мелочь всякая, что она экономно достаточно использует дрова. Можно на одной ветке там приготовить и первый, и второй компот. А так вот сейчас вот зачем мне печь? Мне лучше у костра сидеть, смотреть на красоту, на сам огонь. А в палатке мне сейчас делать абсолютно нечего.
Ох, спал, тепло было, хорошо, но спальник такой. Тоже многие вот люди думают, что вот мы купим печь и будем в легком спальнике спать в палатке. Так не выйдет. Это кто-то должен топить все время. То есть кто-то спать не будет в результате. А если человек один, так тоже не получится. Нет, поэтому лучше сосредоточить свои усилия на приобретении хорошего спальника. Они сейчас, конечно, дорогие, да, но зато вот в любую погоду, в минус, вот ночью было где-то 15, наверное, морозов, тепло, хорошо спал, даже в туалет не вставал. Потому что когда холодно, человек ночью встает в туалет и идет в туалет ночью по малой нужде. Вот. Не вставал, 10 часов спал. Проснулся, хорошо, лежу. Единственное, что подушка у меня не очень удачная была, я набил в чехол от спальника всякие вещи, она такая круглая, все время выкатывалась. Ну, а в остальном никаких неприятностей. Много конденсата, потому что сильный мороз был, ну как сильный, 15. И вот от дыхания конденсат на внутренней стороне палатки, и внутренней, и внешней, везде он там сконденсировался. Но это обычное дело зимой. Просто снег такой, как бы иней образуется. Вот, поэтому для зимних походов пила, как минимум такого класса, а то и лучше как катанобой. Потому что для толстых бревен лучше, конечно, катанобой. Хороший спальник и обязательно коврик. Вот коврик тоже, вот у меня терморест коврик тоже, он достаточно дорогой, но почки дороже. Вот. Чем лежать, мерзнуть от земли, какой бы ни был спальник, он сжимается. Если коврик плохо изолирует, то можно подморозить себе что-нибудь. Поэтому спальник, коврик, пила. И тогда зимой вы будете в комфортных условиях. А печь, все прочее, это можно, конечно, но большие ограничения накладывают. Ты, допустим, и заготовка дров, тоже опять же пила потребуется. Пусть не такая, поменьше там. Да и то не везде эти дрова можешь заготовить. В общем, я считаю, что печь, она хороша несколько... Вот в индивидуальном туризме, когда человек ходит один, она хороша для обеспечения как приготовления пищи там, где мало дров хороших. Там, где вот такие есть, там можно готовить прямо на костре. Что, в общем-то, я и делал вчера несколько раз. Чайник вскипятил вон из снега. Заварил чай, вон до сих пор. Термос, кстати, тоже скажу, термос очень необходим, потому что вода нужна, пить надо, а как? Зимой, ночью холодно. За 8-10 часов все замерзнет, если не в термосе. Поэтому хороший термос. Ну, вот этот вот называется Арктика термос. Ну, он много лет у меня уже, хороший тоже. Но вот есть японские термоса. Зашируши, Тигер. Тоже очень рекомендуется. Сам по себе термос, вот, есть такой. Ну, все они делаются в Китае, конечно. Ну, и Арктика тоже не исключение. Ну, в общем, какой-нибудь термос надо иметь. На литр. Меньше нет смысла, больше тоже особо смысла нет. Вот оптимальный на литр без всяких выступающих деталей. А там уж какой вам понравится. Зашируши с тефлоновым покрытием колбы. Или Тигер с хорошей нержавейки. Или термос там. Тоже он из нержавейки, не знаю с какой. Любой. Вот. То есть термос, пила, спальник, коврик. Вот уже какие вырисовываются необходимые вещи для зимнего похода. А так вообще, конечно, зимой здорово. Долго я не мог вырваться в поход. Разные там обстоятельства, ремонт был. То я болел, то еще что. 3 месяца почти не выходил в походы. Но все-таки вырвался. И вот тем, кто спрашивает, подписчики в комментариях, там, закончились ли походы? Нет, никогда не закончится. Пока я буду жив, здоров, пока я буду иметь хоть какую-то физическую возможность, я обязательно буду ходить и в ПВД, и в более долгие походы. Потому что для меня это
самое большое счастье. Вот посидеть у костра, поставить палатку, спать в спальнике, пилить бревна, ловить рыбу, готовить что-то на костре, рыбу ту же, да и хоть и гречку. Смотреть на небо, на звезды, на луну, слушать, как птицы поют, как трескается лед в реке. Думать о своем. Вчера вот я сидел, думал о печальных вещах. Но не буду этим вас грузить. Печаль должна оставаться у человека. Ей незачем делиться с другими. Радостью, да, надо делиться, а печалью не надо. В общем, поход это и есть сама жизнь. Все, что кроме него, это так, подготовка к походу. Прогулка по льду озера. Вот. Вышел я прогуляться по озеру, посмотреть, что же тут. Вроде лед довольно прочный, будем надеяться. Вон. Посреди есть островок. Интересный островок. Кажется, там какая-то даже нора. Вот вид. Вот он, островок. Следы. И мои следы. Вот эти кочки. Думал ли я, что когда-нибудь окажусь на этом озере и смогу по нему так пройтись. Запилы, где я там отпиливал. Да, прихватило морозом, прихватило. Надо же, остров. Вот летом на него не доберешься. Разве что, может, в болотных сапогах можно пройти. Все вещи уже собраны. Вот. Это еда. Это все мое имущество. Еще там спальник. Ой, налетел чуть-чуть снег. Вот. Все. Палатка. Внутренняя и внешняя. Кол и колышки. Вот этот спальник, но я его еще не сжимал. Это коврик, пила. Вот в черном пакете павербанк на основе литий железофосфатных аккумуляторов. Потому что в мороз они, в принципе, минус 10 они держат. Ну и вот. Горит костерок. Тут тепло. Вот даже тут. Где-то в 1,5 метрах уже хорошо. И чем больше костер, тем больше эта зона, где тепло. Поел мороженого сыра с сушками. Поел печенье, попил чай немного. Вот, может, еще чай вскипячу, может и нет. В принципе, может и хватит. Посмотрим. Дорогу-то, конечно, хотелось бы чайка попить. И вот это озеро, где я собирал снег вчера. Много-то его не выпало за ночь. Вон, видно. Прогуливался там по озеру.
Но оно, конечно, застыло более сильно, чем река, потому что река все-таки какое-то движение там есть. А это стоячий водоем. Это интересно, есть ли в нем какая-нибудь жизнь, рыба там какая-нибудь есть. Ну вот, посижу у костерка, подумаю, потом буду уже рюкзак складывать. И пойду, электричка 18 часов. Еще дойти надо, тут не ближний путь. Сначала через лес идти надо. Потом по дороге. Ну и пораньше желательно, чтобы там не опоздать на нее. Потому что следующая, последняя, 21 с чем-то. Это уже такая рискованная история. Да, электрички эти ехал. Вчера на электричке. Конечно, там контингент. Ой, даже не знаю, как без нецензурных выражений это все описать. Ах. Обратно будет не лучше. Такое уж направление тут. На Муром едут через эту Вековку. Ой. А в Тасино тоже довольно много народу вышло. Ну, я такой вышел с электрички, не спеша, там что-то. Они как бросились куда-то. Буквально через 5-7 минут после того, как электричка пришла, я прихожу, никого. Все разъехались на такси по деревням. Да. Народ у нас тот еще. И в поезде, вот кроме меня, никого больше не было с рюкзаками, туристов там каких-то. Все в основном хмурые, такие суровые люди, явно едущие куда-то там все на родину. После вчерашнего, так сказать. Одного видел велосипедиста, вот тоже как бы удивительное дело. В такую пору велосипедист явно турист. Ну и вот кроме меня больше не было в этой электричке. И этого велосипедиста никаких туристов. С рюкзаками. Хотя иногда они встречаются, иногда встречаются. Но очень редко. Вот вышел я пройтись, посмотреть на реку. О, да, уровень сильно упал. И лед трескается. Вот здесь вот рыбаки насверлили лунок. Где мы дальше они не пошли. Это вот какая-то лужа внутренняя тут круглая. Тоже заледенела вся. Виды, конечно. Это, похоже, бобры тут бобрили. Так вот они съедают. Ну вот что я вижу. Все хорошо, природа, лес. Ну и тут человек оставил свои следы. Вот, пример, вот такая вот фигня. Вот зачем? Надо будет уничтожить. И вот еще. А какие молодцы.
Ой, вода питьевая, колокольчик, еще какая-то. Ой, пойду все сжигать. Как вот людям... Почему же вы бросаете это все? Ну, блин, попили. Ну так сожгите, с собой заберите. Как-то же сюда принесли. Тут же река такая вот красивая. Кругом лес удивительный. Папоротники. О, еще тут. Ну вот, смотрите. И еще. Вот так вот. Что же за сволочь-то? Вот сколько. Все это надо как-то забрать с колокольчиком с этим. А у меня ни сумки, ничего нет. Опа. Вот. Распределил. Я очищу это место. Как могу. Не на 100%, конечно. Но что увижу. А этим людям вечное проклятие. Презрение. Кто бросает бутылки. Плохие люди. Недостойные. Опа, одна выскочила. Берем. Вот так. А еще две под мышками. О, как. Идем туда. К костерку. Где бутылки эти будут уничтожены. Ой, опять упала. Что ж такое? Нет, я донесу. Я донесу все. Все. И сожгу в огне. В огне. Вот. Вот еще для чего нужен костер. Чтоб мусор сжигать. И за собой, и за теми неразумными людьми, которые бросают бутылки и всякую другую гадость на природе. Именно так. Надо все сжигать, а не оставлять. Нет, конечно, в идеале можно вывести на помойку, еще что-то, и сожгут в результате в другом месте, на мусоросжигательном заводе. Но лучше сжечь тут, потому что реально никто на помойку ничего не понесет. О, какой огонь. Ну вот и все, завершен поход. Как обычно, все это происходит очень быстро. Сначала рано встаешь, мучаешься, идешь куда-то на электричку, по темноте, то все. Доходишь с трудом. Потом начинается тут пиление, разведение костра, палатка, установка, то все. 5-10. Потом, наконец, блаженный отдых. Около огня. Вот вчера 8 часов костер горел, сегодня 6. И время несется, несется, несется. И время уже уходить. Вот прям как наша жизнь один в один.
Вспоминал детство. Как же оно быстро прошло. Как будто это было не со мной. Все это. Не знаю. Печально. А уже и старость приходит. Старость. Страшно. Страшно. Ну что поделаешь. Вот. Как говорит, leave no trace. Но я вот, правда, трейс оставил тут. Небольшой. Так вот. Ну как небольшой. Вот. Такой вот небольшой трейс. Спилил тут. Здесь вот палатка была. Тут никакой, только вот от коврика следы на снегу. А больше ничего тут нет. Завалы. Костер. Сейчас раскидаю его. И пойду на электричку эту. Ужасную, с контингентом. Жутким. Вот так вот. Берем палку. Тушить-то особо не надо. Так вот. Только. Вот так. И все. Уже ничего не загорится. Уже пожар не будет. Но сейчас и не будет, в принципе, потому что снег кругом. В принципе, не будет. Вот. И это бревно тоже. Мы отсюда, пожалуй, уберем. Ой, какое оно тяжелое. Не поддается. Опа. Давай. Туда, чтоб не отсыревало. Так вот его. Вот так. Опа. Вот так. Все. Никаких трейсов. Лив. Ну вот так вот. Закончился этот первый в 2025 году поход. Сейчас 16 февраля, воскресенье. Холодно. Надо идти. Пойду через лес, через пустынную дорогу. Небольшой снежок идет. Скоро стемнеет, кстати. Эх. Вот так вот, друзья. Зимний поход. Прекрасное дело. Мышку видел. Жаль, звезд не видел и луны. Полночь, ни звезды нет, ни луны. Птицы затаились, не поют. Вот так вот. Попилил, пожег костер, хоть немножко в себя пришел. Посмотрел на реку. Снег, лед. Ну, вот так вот, друзья. Время быстро идет. Быстро. И вот все, что остается, угольки дымящиеся, это все, что остается. Ладно, чего рассуждать? Пойду. Ну вот, 6 час уже. Привал. Это лесная дорога. Идет в том направлении, где в прошлом году я 2 дня, по-моему, стоял. Гречку там готовил. Снега было. Я не смог пройти даже до реки. Настолько завалено все снегом. А теперь нет. Вон. Даже я не в сапогах, а в обычных таких среднего класса ботинках трекинговых. Когда-то это все было, и гречка подгорела, и пилил я там пилой березы
полу такие гнилые. До них добирался, рассчитывал путь по снегам. Теперь иначе. Все меняется. Вот. Передышка, передышка. И до станции еще. По вот той дороге идти сколько-то. Там придется подождать. Потому что сейчас скоро стемнеет. Через 10-15 минут зайдет солнце. Вот запретная надпись. Что-то там запрещено. Уже непонятно что. Смола протекла по ней. О как. Все вещи в рюкзаке. Не так-то их и много. Довольно легкий рюкзак. Вон уже начинается движение машин по этой дороге. Это едут в сторону станции. Такой вот зимний лес. Воскресенье, февраль 2025 года. Четверть века уже прошло. А когда-то ждали, когда наступит 2000 год. Считали время. Я в 99 году был в Париже. И на Эйфелевой башне там был счетчик отсчета дней до 2000 года. Эх. Ну что ж, пора в путь. Вон пила. Хорошо она мне помогла. Ну, по собственной глупости неправильно я рассчитал направление падения дерева, но спилил. Здоровое, огромное. И пилил бревно ей, которое долго-долго горело в костре. В общем, пила это хорошая, нужная вещь. И вторая маленькая пила Силки тоже помогла. Много ей напилил еловых брусков таких, полешек для костра. Не сосчитать уж сколько. Сжег там дофига дров. Подрасчистил место. Ну а как? Вчера костер 8 часов горел, а сегодня он горел 6 часов. Вот так вот. 14 часов непрерывного горения. Дров потребовалось соответственно. Ладно. Что ж, завершен поход. Быстро, быстро. Как и наша жизнь. Как и наша жизнь.